Всем привет! Я рада вас приветствовать на моем новогоднем ролике. Сегодня ролик будет посвящен 100 желаниям. Это не про карту желаний, сразу говорю, это про 100 желаний из 9 сфер нашей жизни, в каждом из которых будет по 10 желаний, в одном из них будет 11. Рассказываю подробную инструкцию, как написать, какие есть правила, какие есть нюансики. Ну и думаю, все у нас в следующем году с вами сбудется. Поехали! В этом ролике я хотела рассказать о своих прошлых желаниях, но, к сожалению, я Маша растеряша, и я потеряла абсолютно все свои прошлые желания. Поэтому будем базироваться с вами на прошлогодних желаниях. Собственно, как это все выглядит? Мы с вами составляем список из 100 желаний. 100 желаний это много, будет казаться, что это очень тяжело, что это невозможно, но поверьте мне, вы сможете написать, ничего в этом сложного нет. Собственно, то, что отмечено желтым цветом, означает то, что мои желания сбылись. Смотрите, мы написали в 22 году на 23 год желания. В конце 23 года я открываю эти желания, смотрю, что у меня сбылось, что у меня не сбылось, но очень важный аспект. То, что у нас не сбылось, вы должны обязательно посмотреть, как я поступаю. Я в конце года сажусь, открываю все свои прошлые желания, которые я писала, помечаю те, которые у меня сбылись, и обращаю внимание на те, которые не сбылись, и думаю, почему они не сбылись. Соответственно, это может быть проблема в том, что данное желание уже не актуально. Например, за год у вас поменялись приоритеты, у вас поменялись интересы, и вам уже это больше не интересно. Я не воспринимаю это как что-то плохое, что вот, у меня не сбылось желание, что все так плохо. Нет, я это считаю так, что я вижу, что в моей жизни произошли изменения, что я выросла, что, возможно, предыдущее желание уже не соответствует моей новой, версии себя, что ли, моей новой личности. Мы все с вами растем, у нас все с вами меняется, поэтому самое главное во всем этом обозначить в тех желаниях, которые не исполнились, то, что данное желание не актуально, либо продублировать его заново на следующий год. Ну что ж, я нарисовала себе звездочки, и мы переходим к полной инструкции и к 9 сферам. Итак, первая сфера – это здоровье и внешность. Как мы и что мы здесь с вами пишем? Очень важное правило какое? Важное правило такое, что мы пишем все желания, как вы уже должны были выучить, раз вы на моем видео, да? Что все желания мы пишем в настоящем, либо в прошедшем времени. Соответственно, я здорова, у меня подтянутое тело, то есть оно уже у нас подтянулось, да? Мы не используем слова «хочу» и не используем частичку «не». Вот здесь «хочу», не используем. То есть, например, вы сформулировали предложение такое, что «я не хочу болеть». Так нельзя. Пишем «я абсолютно здорова». Тогда все будет услышно. Итак, значит, первое – здоровье и внешность. Пишем «я спортивная», «я подтянут», например, «я веду здоровый образ жизни». Все, что угодно может быть. Тут может быть «у меня здоровые зубы», «у меня упругая подтянутая кожа», «у меня ровная осанка». То есть все, что касается вашего здоровья, у кого какие, собственно, есть проблемы с этим. Второе. Наверное, самое важное для кого-то – отношения. Здесь могут быть отношения с кем угодно, с коллегами, с семьей, с молодым человеком, я не знаю, или не с молодым человеком, да, с кем угодно, то есть даже отношения с миром здесь можно прописывать. Например, я люблю и я любима. Я в крепких доверительных отношениях с этим миром. Либо, например, я в гармоничных отношениях с коллегами. Я легко нахожу общий язык с незнакомыми людьми. Такое тоже можно писать. То есть все, что касается отношений любых, я не знаю, я нахожу общий язык с детьми, я нахожу общий язык с животными. То есть все, что угодно. Третье. Дети и творчество.
Здесь мы пишем все, что касается детей и творчества. Соответственно, если у вас есть пожелания в той или иной области, вы их здесь все прописываете. Я посетила концерт, я хожу в бассейн. Да, это тоже творчество. Я прыгнула, например, с тарзанки. Либо у меня родилась, например, красивая и здоровая девочка. Я прыгнула с парашюта, я хожу в художественную школу. То есть все, что может касаться творчества, все, что может касаться детей. Кстати, я бы сказала, что очень полезно было бы и детям написать эти желания, потому что, они-то явно увидят свой рост. То есть, если мы взрослые, у нас все-таки уже более-менее там сформировавшиеся какие-то видения, взгляды на жизнь, то у детей, наверное, они все-таки еще очень сильно меняются. 4-й пункт – это помощники и путешествия. Для меня самый сложный пункт, потому что здесь очень сложно сформулировать. То есть здесь нужно писать про люди, например, для реализации мечт, либо места, к примеру. Я посетила Везувий, я посетила Колизей, я посетила Амстердам, либо я работаю с лучшим тату-мастером Чехии, я работаю и обучаюсь у лучшего и богатейшего там человека в области финансов. То есть вы пишете здесь касательно тех людей, которые могли бы быть полезны вам в вашей области, но очень важно, мы никогда не пишем никаких имен, не пишем никаких конкретных людей. То есть это всегда либо мужчина, либо женщина, бизнесмен, бизнесвумен, специалист в такой области, такой. То есть мы не делаем акцента на человека, здесь не должно быть именно каких-то имен и определенных личностей. Мой парень, нет. Мы так это все дело не пишем. 5-й пункт. 5-й пункт – карьера и бизнес. Пишем все четко, чтобы все было хорошо. Значит, указываем конкретный доход, предназначение, рост карьеры, открытие бизнеса. Я получаю прибыль от своего хобби. Либо, например, я получаю 10 тысяч крон дохода в месяц. Я занимаюсь любимым делом, я успешно открыла свое агентство потому-то. То есть все, что может касаться вашей карьеры, вашего бизнеса, даже что-то немыслимое, даже то, чего в вашей голове нет, абсолютно все, что угодно. Вот я не знаю, например, я стала специалистом в области космоса и слетала на Луну, я не знаю, да, то есть абсолютно все, что угодно. 6-й пункт. Обучение. Здесь мы с вами пишем про все наши умственные труды. Я прочитала книгу, я посетила такой-то мастер-класс, я обучилась тому-то, я закончила университет. Все, что связано с обучением, с образованием непосредственно вашим, не чьим-то другим, во всех этих пунктах, все, что касается только вас, пишем обязательно. Все, что касается обучения. 6-й пункт. Дальше. Самый важный момент – и то, где мы можем упоминать других людей. Это 7-й пункт – семья. Здесь мы пишем касательно нашей семьи, касательно близких нам людей. Например, давайте я переверну лист календаря. Например, я очень счастлива, что моя мама любит и любима с мужчиной. Я очень счастлива, что моя семья купила себе квартиру где-то. Я счастлива, что моя подруга например, здорова. То есть пишем все, что связано с семьей. Например, очень счастлива, что они посетили например, брат, мама, без имен, опять-таки без имен, мама, брат, бабушка, все в таком контексте. Что посетили то-то, купили то-то, совершилось то-то, счастливы, здоровы. Все направлено на семью. Следующий пункт у нас 8-й. 8-й пункт. Богатство и деньги. Казалось бы, в карьере и бизнесе мы это прописали, но здесь мы пишем именно касательно материальной части. То есть, например, все, что вы хотите, какой хотите доход, какие покупки, какую недвижимость. Например, я легко получаю деньги от своего хобби. Я владелица дома там-то, там-то. Я владелица, не знаю, айфона такого-то, такого-то. Я получаю коллекционные вещи от наибогатейших, например, дизайнеров одежды, обуви и мира. Обуви мира. Я владелица, не знаю, чего? Шарпея. Зачем мне нужен был шарпей? Окей, я владелица собаки, да, то есть животных тоже можно написать в каком-то таком ключе. Почему бы и нет?
И последний пункт, 9. Слава и призвание. Здесь мы пишем то, в чем мы хотели бы получить свое призвание. Например, я лучший специалист по кадровому делу производства в Чехии. Я лучший тату-мастер в мире. Я являюсь авторитетным человеком в Праге. Там более 10 тысяч человек хотят попасть ко мне на сеанс. То есть все то, в чем вы хотели бы получить призвание, славу, я не знаю, я востребованный YouTube-блогер, например, да. Все, что связано со своими вот такими внутренними хотелками, которые вы давно боялись как-то показать. И все, собственно, все. Получается так, что у нас в каждых пунктах будет по 10, в каком-то одном 11. Выберите один любой пункт, вернее сферу, в которой вы хотели бы сделать 11 пунктов, и пусть оно будет так. Еще раз проговорю. Значит, 9 пунктов: здоровье, внешность, отношения, дети, творчество, помощники, путешествия, карьера, бизнес, обучение, семья, богатство и деньги, слава и призвание. Везде по 10 желаний, в одном будет 11. Не используем слово «хочу», не используем частичку «не», не называем имен, не называем конкретных людей. Все пункты относятся только к вам самим, только относительно себя в настоящем либо прошедшем времени. И только в пункте «семья», это у нас пункт 7, мы можем писать касательно нашей семьи, друзей, близких, но опять-таки указывая мой друг, моя подруга, мужчина, женщина, бабушка, дедушка, да, брат и так далее. И в конце года не забываем, когда вот год пришел, в конце года не забываем обязательно открывать желание, перечитывать, смотреть, что вы там написали, отмечать то, что у вас сбылось, перечитывать то, что у вас не сбылось, и понимать причинно-следственную связь, почему это не произошло. И если это потеряло актуальность, вычеркиваем этот пункт как за тем, что он не актуален. Вот. И составляем новый. Каждый год, желательно к 22 числу, но желательно и до конца года все это сделать. Не переходим в следующий год, завершаем все в этом году. Конечно, может что-то исполниться на последних днях, такое всегда бывает, но в большинстве своем желания обычно перечитываются за прошлый год где-то в числах 20-х, да, 22-го, 23-го и пишется уже новое желание. Поэтому я желаю вам удачи. Если это видео было вам полезно, если вам понравилось, ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь на меня в Инстаграме, в Тредсах. Я стала вести Тредсы, я теперь звезда Тредсов, да. И мне было приятно рассказать вам о том, что я делаю регулярно каждый год. Правда, в этот год я потеряла свои записи. Но буду писать новые на следующий год. Всем спасибо и всем пока. Ей! Пускай все желания сбудутся, пускай за окнами неброский мир, черно-белой полоской дни. И на-на-на-на-на-на. Слов я не помню, поэтому хватит этого. Всем чау-чау!